Всем привет, меня зовут Оскар, с вами канал IT Verdict, и давненько у нас на обзоре не было стабилизаторов. Уверен, что вы уже по ним соскучились, поэтому давайте начнем. Сегодня у нас будет подробный разбор на Moza Mini Mi. Итак, что с комплектацией? Открываем коробку и помимо инструкции и парочки листочков с дополнительной информацией и наклеечками видим вполне солидный кейс. Сам кейс жесткий и предназначен, естественно, для хранения и транспортировки. Внутри него находится смягчающий поролон и сам стабилизатор, который дополнительно фиксируется резиночками. И уже на этом этапе есть несколько моментов. Плюс в том, что кейс, в отличие от подобных кейсов у Zhiyun, не обладает специальным, так скажем, выдавленным лишь под стабилизатор пространством, из-за чего в такие кейсы, кроме стабилизатора и предусмотренных аксессуаров, ничего не уместить. В данном же случае в кейс вполне можно положить еще всякую мелочевку, так как наличие свободного пространства внутри позволяет это сделать. Однако, как можно заметить, ось стабилизатора расположены вертикально, и это не случайно. Дело в том, что в отличие от тех же Zhiyun, у данного стабилизатора ось сложить таким образом нельзя. Этому мешает регулировочный винт, расположенный сзади, и это достаточно странное решение, тем более, что его можно было попросту сделать не таким высоким. Однако, даже несмотря на этот нюанс, кейс не кажется массивным. Также внутри него находится проводок для зарядки стабилизатора, и, конечно же, в маленькой коробочке есть удобная миниатюрная складывающаяся тренога, что подразумевает наличие снизу специального резьбового отверстия под нее. В плане качества исполнения в целом модель очень похожа на Zhiyun Smooth Q. Стабилизатор примерно такого же размера имеет пластиковую рукоятку, а также джойстик на передней панели. Пластик вполне обычный, не текстурированный или soft-touch, однако не скользкий и вполне приятный на ощупь. На задней части рукоятки расположен разъем для зарядки стабилизатора, а на грани, на которой размещается телефон, расположен USB-порт, из которого вы можете заряжать ваш телефон прямо в процессе съемки. Телефон шириной от 61 до 92 мм фиксируется привычным способом, вполне плотно, и можно менять расположение фиксаторов для размещения телефона в портретном режиме. Вроде в целом ничего нового, однако есть интересные моменты. Во-первых, тот самый винт, который мешает стабилизатору складываться. При резком отключении или отсутствии начальной балансировки телефона он будет ударяться о другую ось. Однако этот момент производитель предусмотрел и сделал области соприкосновения с винтом прорезиненными. Более того, их две. Дело в том, что в данном стабилизаторе телефон вы можете зафиксировать как слева, так и справа, развернув ось в противоположную сторону. Также любопытным нюансом является выступ под указательным пальцем. Он здесь совершенно не для удобства, и все же этому самому удобству способствует. Для чего же он тут? В нем, как и на нижней грани, также расположено резьбовое отверстие. И плюс к этому есть еще два резьбовых отверстия, расположенных на верхнем и нижнем зажиме телефона. То есть на стабилизаторе имеется целых 4 крепления для размещения дополнительных аксессуаров, света, микрофонов и прочего. И это очень-очень здорово. На мой взгляд, это одно из главных его эргономических преимуществ. Также данный стабилизатор не имеет ограничения хода и может поворачиваться на все 360 градусов по горизонтали. Ну и наверняка самые внимательные из вас успели заметить, наверное, главную особенность данного стабилизатора – возможность беспроводной зарядки телефона. На площадке для крепления размещена заряжающая панель, которую можно включить в случае, если ваш телефон поддерживает соответствующий тип зарядки. Это очень приятная особенность, и о том, как ее включить, мы поговорим чуть позже. В целом, касательно сборки нет никаких претензий, ничего не люфтит и не скрипит. Единственный момент — это небольшое дребезжание колесика на панели управления, которое почему-то выбивается из общего уровня сборки. Теперь же, что касается управления. Передняя панель устройства напоминает нечто среднее между Smooth Q и Smooth 4. Здесь есть и 4-позиционный джойстик, и колесо вращения, которое также нажимается, и центральная кнопка. Но давайте по порядку, так как тут не все так просто. Начнем с кнопки включения. Она располагается чуть правее основной панели, и помимо включения и выключения у нее есть еще две опции. Первая — это двойное нажатие, которое активирует или выключает беспроводную зарядку вашего смартфона. Вторая опция — это однократное нажатие, которое переводит стабилизатор в режим ожидания, тем самым отключая моторчики, но не выключая сам стабилизатор. То есть, используя этот режим, вы можете взяться за сам телефон, передвинуть его, повернуть как вам удобно, подправить свет или линзы, или вообще снять телефон.
При этом вы не потеряете связь, и после повторного нажатия на кнопку стабилизатор снова включит моторчики и выровняется. Четырехпозиционный джойстик на передней панели предназначен, очевидно, для управления поворотами вверх-вниз и влево-вправо, а вот колесико очень многофункциональное. Дело в том, что вместо предустановленных режимов работы, как, например, на Smooth Q, здесь вы можете независимо друг от друга включать или отключать режим слежения по осям. Притом не только по вертикали и горизонтали, здесь вы можете контролировать еще и угол наклона. И чтобы было понятнее, я покажу. Двойное нажатие на левую часть колесика активирует слежение по горизонтали, либо соответственно его блокирует. Тройное нажатие на эту же кнопку активирует уже слежение по вертикали, либо его также блокирует. А вот длительное нажатие позволяет нам задействовать уже третью ось вращения, и мы можем наклонами стабилизатора контролировать и наклон камеры. И да, если данная ось вращения отключена, то стабилизатор в случае наклона автоматически переводится в портретный режим. Именно из-за подобного дифференцированного управления мы можем комбинировать режим работы осей так, как мы захотим. К примеру, мы можем заблокировать движение по вертикали, при этом разблокировав движение по горизонтали и угол наклона. Либо, например, наоборот, заблокировать все оси, кроме контроля по вертикали. На самом деле, данное колесо вместе с джойстиком куда удобнее и функциональнее, чем использование стандартных предустановленных режимов. Однако остается запомнить то, какое количество нажатий на какую клавишу и за что отвечают. Ну и по остальным мелочам. Двойное нажатие на правую часть колесика переводит стабилизатор в быстрый режим, при котором все повороты по горизонтальной оси осуществляются с минимальной задержкой и гораздо быстрее, чем в обычном режиме. Тройное нажатие на верхнюю кнопку переводит телефон в горизонтальное положение камеры кверху. Двойное нажатие на нижнюю кнопку центрирует положение телефона. Тройное нажатие на нижнюю кнопку разворачивает телефон на вас, и двойное нажатие возвращает телефон в исходное положение. Ну и теперь по программному обеспечению. И на iOS, и на Android у Moza имеется приложение для съемки с использованием стабилизатора. Называется оно Moza Genie. Включаем стабилизатор, переводим его в режим ожидания, чтобы было удобнее. Включаем Bluetooth на телефоне, запускаем приложение и начинается поиск устройства. После того, как найдем его, подключаемся к нему и переходим к камере. По интерфейсу и функциям приложения немного отличаются, и на iPhone реализовано большее количество фишек ввиду того, что приложение появилось раньше, ну и телефоны совсем разные. Сперва быстренько пробежимся по возможностям, которые доступны на моем Redmi 4X. Во-первых, кручением колеса на стабилизаторе мы осуществляем зумирование. Правой кнопкой мы попадаем в галерею материалов, снятых с помощью данного приложения. А быстрым двойным нажатием на верхнюю кнопку мы переключаемся между режимами фото и видео. При зажатии этой же кнопки мы переключаемся между основной и фронтальной камерой. При однократном нажатии на нижнюю кнопку начинается автоматическое плавное приближение, оптическое или оптическое плюс цифровое, в зависимости от вашей камеры. А при повторном нажатии начинается плавное отдаление. Таким образом, наличие данной кнопки очень упрощает съемку с эффектом вертига. При однократном нажатии на верхнюю кнопку открывается основное меню программы. Разумеется, навигацию по меню можно осуществлять как колесиком на панели управления, так и сенсорно. Здесь мы можем переключить камеру, открыть галерею, включить индикатор уровня, который здесь выполнен достаточно в любопытном виде. Далее мы можем настроить вспышку, включить некую стабилизацию тряски, которая конкретно на моем телефоне недоступна, выбрать режим съемки, настроить режим профи или же ручной режим с выбором экспозиции, баланса белого и значения зума. Кстати, непонятно, почему этот пункт добавили именно сюда. Далее можно выбрать разрешение и включить один из нескольких режимов сетки. Следующей идет интересная функция под названием фильтры, где из любопытного есть эффект, который устраняет дефекты кожи и сглаживает ее под ожидаемым названием Beauty. Ну и последним пунктом в меню идет пункт настройки фокусировки. На основном экране под шестеренкой, помимо дублированных кнопок из основного меню, есть также и режим трекинга. И, о да, в этом стабилизаторе он работает без нареканий. Он хорошо цепляется за объект и отлично следит за ним как по горизонтали, так и по вертикали. Внизу расположена информационная панель с текущими параметрами съемки, режимом слежения по осям и состоянием батареи ваших устройств. Также, выйдя в основное меню и нажав на стабилизатор один раз, вы попадаете в дополнительное меню стабилизатора. Перейдя в установки, вы можете подробно настроить устройство, плавность следования, масштабирование и прочие параметры съемки. Также есть дублирующие кнопки центрирования устройства и спящего режима, а также кнопка калибровки. Калибровка делается пошагово, каждый шаг проиллюстрирован и подробно описан, так что если она потребуется, то не ошибетесь. Также устройство можно перепрошить. Для этого необходимо зажать центральную клавишу и клавишу включения устройства, после чего начнут мигать соответствующие диоды. Далее запускаете приложение
приложение, подключаетесь как обычно к стабилизатору и в случае наличия свежей прошивки обновляете ее. Я ее, кстати говоря, уже обновил, после чего у меня в приложении появилась возможность управления фокусом. До обновления прошивки этой функции не было. Также есть отзывы о том, что в некоторых случаях данное устройство начинает буйно себя вести, сильно раскручивается вокруг своей оси и делает прочие страшные вещи. Однако, что с предыдущей, что с нынешней версией прошивки, лично у меня никаких подобных странностей замечено не было, и, скорее всего, с текущими версиями прошивки эта проблема попросту была устранена. Что касается работы с приложением на iPhone, то немного изменено расположение элементов, и в случае с iPhone 5s, например, доступны дополнительные режимы съемки, выбор соотношения сторон, также появилась возможность включить подавление тряски, большое количество разных фильтров, управление уровнем звука, а также возможность ведения прямой трансляции по RTMP адресу. По общим параметрам, стабилизатор имеет неплохие моторчики, которые позволяют нагружать его на 300 грамм. Я лично нагружал его даже больше, цепляя прилично весящий накамерный свет. И при удачной начальной балансировке задним винтом он удерживал и телефон, и этот самый свет. Аккумулятор устройства на 2100 мАч, что позволяет ему работать до 10 часов непрерывно. Разумеется, в реальных условиях эта цифра будет меньше в разной степени и зависеть от нагрузки на моторчики и прочих факторов. Рабочая температура устройства от минус 5 до плюс 40 градусов. Лично мы его успели погонять и при более низких температурах, и сейчас вы увидите, что получилось. Тесты. Итак, что касается стабилизации, то вопросов нет. Устройство отрабатывает плюс-минус так же, как те же модели от Zhiyun. Однако, что касается именно возможностей, то данный стабилизатор чувствует себя определенно лучше. Важными плюсами я бы отметил наличие 4 резьбовых соединений, возможность включать и отключать отдельно каждую ось и хороший трекинг. Ну и удобства ради имеет смысл добавить быструю зарядку и гораздо более адекватное и понятное приложение. Из минусов я бы отметил то, что стабилизатор мог быть еще более компактным, если бы не тот самый винт. Также немного дребезжащее колесо управления и относительная сложность управления самим стабилизатором, хотя с учетом его возможностей настройки это вполне обоснованно. На этом все, постарался сделать этот обзор как можно подробнее и интереснее, надеюсь, у меня это получилось. Если это так, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, пишите в комментариях, что вы думаете об этом устройстве, и увидимся с вами в следующую среду. С вами был канал IT Verdict. Пока!